Всем привет! Сегодняшнее видео будет полезно тем, кто собирается поехать в Таиланд в первый раз, самостоятельно или по путевке, а также тем, кто уже был в Таиланде, но давно, потому что в 2022 году кое-что изменилось. Я поделюсь личным опытом и советами бывалых туристов и зимовщиков. Собрала все то, что хотела бы знать сама перед первой поездкой в Таиланд. Будет очень полезно и интересно. Как попасть в Таиланд? Первый вариант – купить пакетный тур. Второй – поехать своим ходом. Какой бы из них вы ни выбрали, в 2022 году для въезда в Таиланд вам понадобится получить специальное разрешение – Тайпасс. Под этим видео я оставлю ссылку на ролик, в котором даю пошаговую инструкцию по его оформлению. Прямые рейсы и полеты с удобными пересадками проверяйте на сайте Aviasales. Я летела в Таиланд через Доху с катарскими авиалиниями. Выбрала их за удобный рейс и гибкую систему отмены билетов. Напомню, что россияне могут находиться в Таиланде по бесплатному штампу в течение 30 дней. Если вы летите своим ходом, советую заранее найти жилье. Бронировать отели я рекомендую только на букинге. Если вы будете отдыхать в Таиланде более 2 недель или останетесь на зимовку, стоит подобрать квартиру или домик в аренду. Не бойтесь искать жилье через переехавших русских, но смотрите, чтобы они были проверенные. Читайте отзывы об агентствах или спрашивайте своих знакомых. Я на Самуи уже второй раз, и оба раза я искала жилье через компанию About Samui. Оставлю вам на них ссылочку, потому что они мне очень хорошо помогали. Вот эту квартиру я снимаю за 8000 бат в месяц, плюс коммунальные услуги. На что советую обращать внимание, когда выбираете квартиру? Чтобы были москитные сетки. Не обязательно везде, но лучше, чтобы хотя бы на одном окне они были, так у вас всегда будет проветриваться квартира и не нужно вам будет там открывать окна и двери и спасаться от комаров сильно. Еще никогда не пейте в Таиланде воду из-под крана. Ее нужно либо покупать в водоматах, либо в магазинах, либо, если у вас рядом живет хозяин, то, скорее всего, будет привозить вам вот такие бутылки. Здесь 20 литров и стоит эта бутылка 20 бат. Почему я выбрала еще квартиру? Потому что вот этот дом, он рассчитан на 8 квартир, а рядышком, прямо напротив, живет хозяин. И если что-то случится, я всегда могу к нему обратиться. Мне так спокойнее, хотя по той же цене я бы могла взять домик. Еще я советую, чтобы у вас в доме была газовая плита, потому что в сезон дождей на островах часто бывают перебои с электричеством, и газ вас выручит. Конечно же, в Таиланде нет отопления, это значит, что нет горячей воды, и очень круто, если у вас будет вот такой водонагреватель, чтобы было тепло мыться. Хотя я очень редко его включаю, потому что есть солнечные батареи, и к вечеру вода нагревается сама и становится прям горячей. Вот здесь у меня спальня. И обращайте внимание, что в квартире всегда был кондиционер, потому что некоторые хозяева его не устанавливают и предлагают только вентиляторы. У меня есть и то, и другое. Из спальни я выхожу на балкон. У меня он такой просторный, и я могу выйти прям вот через это окно и зайти в другой. Вот такая сквозная квартира. Вот здесь смотрите, какие пальмы. И прям напротив живет хозяин. Очень удобно. Еще раз по цене. Я плачу 8000 бат в месяц. Интернет и вода у меня включены в стоимость, а электричество я оплачиваю отдельно. Электричество в Таиланде стоит в среднем 8 бат за киловатт, то есть около 18 рублей за киловатт. Я не знаю, дорого это или дешево. Напишите, сколько стоит в России, давайте сравним. С какими деньгами поехать в Таиланд? Если вы предпочитаете наличные, рекомендую лететь с долларами. Здесь вы сможете обменять их без комиссии. В аэропортах Таиланда курс не очень хороший, поэтому советую поменять около 50 долларов, чтобы хватило на оплату трансфера до отеля. Сейчас без этого никак. Туристам пока что не разрешают пользоваться такси в день прибытия. Большую сумму можно будет поменять в обменниках, которые обязательно есть в курортных городах. В Таиланде работает правило: чем крупнее купюры для обмена, тем лучше курс. Если много наличных везти не хочется, возьмите с собой мультивалютную банковскую карту.
Не все знают, что в Таиланде не обязательно менять наличку, можно снимать деньги без комиссии. Многие думают, что это нужно делать в банкоматах, но знайте, что все банкоматы берут у вас комиссию, обычно в районе 200 бат. Чтобы снять деньги без комиссии, нужно идти в банк. Как делаю я? У меня карта Тинькофф, ее можно сделать мультивалютной. Я покупаю баты по хорошему курсу, а потом прихожу с паспортом и карточкой в банк и снимаю деньги без комиссии. Просто говорю, сколько мне нужно, и мне выдают. Главное, не забудьте паспорт. Я нашла хороший банк, он вот такой желтый, его очень легко узнать. Он очень популярен в Таиланде и есть почти везде. В Таиланде вам будут часто нужны наличные. Расплачиваться банковскими картами можно только в сетевых супермаркетах, брендовых магазинах и торговых центрах. Следующий момент – транспорт. В этом году в Таиланде не встает вопрос, как добраться из аэропорта в отель. Туристы обязаны заказывать сертифицированный трансфер. Как только вы забронируете номер в отеле, свяжитесь с его менеджером через Booking или в соцсетях и договоритесь, чтобы вас встретили. Так вы заранее узнаете цену и сможете снять нужную сумму денег по прилету. Самое популярное средство передвижения внутри Таиланда – байк. Его легко арендовать на любом курорте. Хорошая цена – 300 бат в день. На долгий срок обязательно делают скидку. Советую искать популярные прокаты с отзывами. Будьте готовы, что с вас могут попросить залог, а вот если требуют оставить паспорт, бегите оттуда без оглядки. Аренда автомобиля в Таиланде тоже популярна. Хорошая цена – 800 бат в день. На месяц могут отдать за 12-15 тысяч бат. У меня прав нет, поэтому я передвигаюсь пешком, на велосипеде или на тук-туке. Последний вариант особенно хорош для поездок по Паттайе. Тук-туки курсируют в течение дня по самым разным направлениям, а билет стоит всего 10 бат. Для сравнения, на Самуи даже короткое расстояние я проезжаю за 50 бат и дороже. Дам совет: изучайте цены на тук-туки заранее и спрашивайте только у туристов и переехавших. Водители всегда хитрят и просят в 2-3 раза больше. Где питаться в Таиланде? Начнем с кафе. На любом курорте всегда много ресторанов и закусочных. Если вы любите тайскую кухню, ваше питание будет недорогим. Если предпочитаете европейские блюда, то чуть менее бюджетным. В любом случае вы всегда найдете, что поесть в Таиланде. По ценам в среднем так. Супы 100-150 бат, горячие блюда с мясом или морепродуктами 150-200, закуски и гарниры около сотни, напитки 50-80 бат. В среднем за блюдо и напиток я всегда отдаю от 200 до 400 бат. Чем ближе к пляжу, тем цены на еду в кафешках выше. Также обращайте внимание на макашницы – передвижные тележки с едой, которые часто подъезжают к пляжам. Обычно в них продают шашлычки, сосиски, кукурузу, блинчики, фруктовые шейки. Все это стоит дешево и всегда вкусное. В крупных районах на каждом курорте Таиланда работают вечерние рынки. Можно взять мясо, морепродукты, простые блюда тайской кухни, фрукты, местные сладости по низким ценам. Тут и готовая еда, и то, что можно купить домой и сварить самим. Я больше всего люблю покупать суши. Беру 10 штук за 100 бат и получаю еще 2 штуки в подарок. Некоторые туристы брезгуют брать что-то на рынках, но не переживайте, местные тут тоже едят. Ориентируйтесь, что на питание в Таиланде вы будете тратить примерно столько же, сколько и в России. Часть еды тут стоит дешевле, но некоторые продукты ощутимо дороже, чем у нас.
Например, сыр, некоторые овощи, макароны, овсянка и многое другое. И напоследок дам вам несколько бытовых советов, которые пригодятся в Таиланде. В Таиланде повсюду разбросаны вот такие зоны. Это водомат. Здесь можно набрать воду по цене 1 бат за литр. Бросаете монетки, и вода побежит. А это зона прачечной. Стоит стирка либо 30 бат, либо 40, в зависимости от размера машинки. Загружаете белье, и оно стирается примерно час. Не бойтесь его оставить, можете спокойно пойти погулять, искупаться или домой, никто его не заберет. Вот сюда засовываете монетки, и она сама запускается. Машинки принимают монетки по 10 бат, других нельзя. Привычные продукты для готовки, снеки и напитки покупайте в сетевых магазинах Big C, Tesco Lotus, Makro, 7-Eleven, Family Mart. Все названия пропишу под видео, чтобы вы их не потеряли. Не советую брать только фрукты, их выгоднее покупать на рынках. Мой любимый магазин в Таиланде – 7-Eleven. Трудно найти район, в котором нет этого супермаркета. В нем легко купить самое нужное – от кофе и готовых блюд на обед до полотенец, зубной пасты и спрея от комаров. Почти во всех сетевых магазинах Таиланда можно расплачиваться банковской картой. У меня не приняли ее только в супермаркете Supercheap. А еще советую купить с собой в поездку большую упаковку чая, потому что в Таиланде 25 пакетиков Липтона стоят около 150 рублей. Чай других известных брендов еще дороже, а местный мало кому нравится. Он продается в россыпи и не очень хорош на вкус. Обязательно сходите в Таиланде на массаж. Хорошая цена часового сеанса 200 или 300 бат, в зависимости от курорта, на котором вы отдыхаете. Экскурсии в Таиланде обычно организовывают тайцы, но билеты они распространяют через посредников. Цены у многих похожи, поэтому советую ориентироваться на отзывы. Под видео оставлю контакты русских ребят. Через одних брала экскурсии на Пхукете, через других на Самуи. Мне понравилось. На каждом курорте советую брать одну обзорную экскурсию и как минимум один тур на острова. Это точно запомнится. Перед купанием в Таиланде проверяйте, нет ли на пляже красного флага. Волны и подводные течения тут очень опасны. А если в спокойный день в море вас кто-то щипает, не бойтесь, это планктон. Он не ядовитый. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях или напишите мне в любой соцсети, например, в Инстаграме. Подписывайтесь, там много интересного. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе, впереди еще много классных выпусков. И ставьте лайк, если хотите в Таиланд. Пока!